Поезд резко остановился. «Что случилось?» – взволнованно спросила Мики. «Да какой-то бедняга бросился под колеса», – ответил кто-то из пассажиров. Мики выглянула в окно, осмотрелась и сказала: «Странно, он сделал это прям в обуви». В Японии обувь ассоциируется с землей, а соответственно и с грязью. И поэтому в стране восходящего солнца, как и во многих бывших странах Советского Союза, заходя домой, обувь снимают. Но не только домой, кстати. Во многих японских ресторанах обувь также принято снимать и надевать специальные тапочки. Так вот, когда люди принимают добровольное решение попасть в мир иной, они также снимают обувь для того, чтобы перейти в другой мир чистыми. Поэтому удивление Мики было понятным. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, а данные мне удалось найти только за 2016 год, Япония является одним из мировых лидеров среди развитых стран по количеству самоубийств на 100 тысяч человек, уступая лишь Южной Корее и Бельгии. Конечно, это является серьезной национальной проблемой. И в последнее время власти озадачились снижением уровня смертности от самоубийств. Здесь нужно отметить, что бороться с этим явлением не так-то просто, и на это есть несколько причин. Во-первых, в отличие от стран, где распространение получило христианство и самоубийство считается смертным грехом, в Японии общество более толерантно относится к этому явлению. Не сказать, что самоубийство приветствуется в Японии, но зачастую оно рассматривается как попытка сохранить честь и достоинство своей семьи. Такое отношение имеет исторические корни. Достаточно вспомнить ритуальное самоубийство самураев сэппуку, которое совершалось для того, чтобы сохранить лицо и не наложить бесчестие на свой род. Поэтому для многих современных японцев на подсознательном уровне обычное самоубийство связано с благородным, с их точки зрения, ритуалом, совершаемым самураями. Во-вторых, жизнь в Японии полна стрессов. Среднестатистический японец всю свою сознательную жизнь ощущает колоссальное давление. Везде нужно соответствовать ожиданиям окружающих людей. В школе, в институте, на работе, повсюду. Как следствие, постоянный стресс, злоупотребление спиртным, болезни, а иногда и желание избавиться от всего этого. Маленькие площади и отсутствие свободного пространства лишь усугубляют эту проблему. Человеку просто негде, практически негде отдохнуть, побыть наедине с самим собой. Ну и, наконец, третье. Наверное, многие из вас помнят, в школе или в институте были такие вопросы на экзаменах, что важнее, роль личности в истории или коллектива. Так вот, для японцев вопрос очевиден. Конечно же, коллектив. Роль личности сведена практически к нулю. Здесь показательным является японский язык. Вот в японском языке, например, есть местоимения «я» и «ты». Они фактически не используются, таким образом подчеркивая незначительность индивидуума. Например, рассмотрим такую ситуацию, что у вас есть какой-то знакомый, которого зовут Ишида, и вы хотите узнать, как у него дела. Вы говорите не «как дела у тебя», а вы говорите, как поживает Ишида-сан, то есть какое-то третье лицо, некий такой обезличенный человек. К чему я это говорю? Да вопрос в том, что если интересы индивидуума вступают в противоречие с интересами общества, то человек не находит поддержки у окружающих его людей и зачастую видит такой неоднозначный выход из сложившейся ситуации в совершении самоубийства.
Итак, каковы же основные причины, по которым в Японии совершаются самоубийства? Давайте разбираться вместе. Основываясь на официальных данных из разных источников, основной вклад вносят проблемы здоровья и финансовые вопросы, что, в общем-то, неудивительно. Я же хочу более детально остановиться на вопросах, связанных с домашними проблемами и работой, поскольку в данном случае ситуация несколько отличается от других стран. Очень часто в японских корпорациях командировки проходят без семьи. Заграничные командировки длятся в среднем от 2 до 4 лет. Таким образом, нередко возникают ситуации, когда человек уезжает в командировку, например, в Париж, потом его переводят в Лондон, потом куда-нибудь в Нью-Йорк, всю жизнь ездит по разным странам. Когда человек возвращается домой, через 15-20 лет он понимает, что рядом с ним живет совершенно чужой ему человек. Впрочем, так же, как и его жена испытывает точно такие же чувства. И как бы в отместку, когда муж выходит на пенсию и уже не надо ходить на работу, жена его называет, как бы вы могли подумать, мусором. Вы только представьте, мусором. И это не шутка, кстати. В Японии есть такое понятие содайгоми, крупногабаритный мусор. И также жены называют своих мужей, недавно вышедших на пенсию, потому что такие мужья начинают слоняться по дому, ничего не делая, мешая, грубо говоря, превращаются в мусор с точки зрения своих жен. Все это не способствует ментальному здоровью в основном мужчин. И согласно отчету японской полиции в 2020 году за 2019 год 70% случаев самоубийств приходится на долю мужчин. Согласно этому же отчету, японские мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, совершают самоубийство после развода. Так и хочется сказать японкам: дорогие, что вы творите? Берегите своих мужиков, их и так скоро не останется. Собственно, ситуация чем-то похожа на нашу. Теперь, что касается работы. Япония является одним из мировых лидеров по количеству переработок, которые зачастую вообще не оплачиваются. Конечно, могут ввести в заблуждение официальные цифры, согласно которым в Японии 8-часовой рабочий день. Но, честно говоря, эти цифры ничего не значат. Очень часто сотрудники японских корпораций перерабатывают, просто огромное количество времени работают больше, чем положено. Так, в 2015 году разразился скандал, а в компании Dentsu одна из сотрудниц покончила жизнь самоубийством, не выдержав тяжелых условий труда. А эти условия труда ни много ни мало заключались в том, что количество ее переработок в месяц было более 100 часов. Можете себе представить, каждый день она примерно перерабатывала по 5 часов в день. То есть фактически работала чуть ли не в 2 раза больше, чем положено. И самое интересное, когда состоялось судебное заседание, прокурор потребовал выплатить семье погибшей 500 тысяч йен, что примерно 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей, ребята, за смерть сотрудницы от переработки. Но на самом деле это лишь отражает общественное отношение к такой серьезной проблеме. Ведь, в общем-то, японское правительство знает о том, что существует вопрос переработок, о том, что есть проблема корощи. Корощи – это смерть от переработок, много самоубийств. Но, к сожалению, все шаги, которые предпринимает правительство совместно с профсоюзами, особых результатов не имеют. А почему? Потому что сами сотрудники блокируют эту инициативу. Парадокс, но это так. Дело в том, что, например, ходят специальные комиссии вокруг офисных зданий и смотрят, горит ли свет внутри офисов. Что делают сотрудники компаний?
Они знают, когда будет ходить комиссия внизу, в этот момент выключают свет и работают с выключенным светом. Когда время инспекции заканчивается, свет опять включают. Вы можете сказать, что это из области фантастики, но, к сожалению, это факт. И, как ни странно, это скорее вопрос привычки. Ну, все мои коллеги работают, и я должен работать. Нельзя уходить раньше, чем другие члены коллектива, потому что я их могу подвести в этом случае. Тем не менее, справедливости ради нужно заметить, что количество самоубийств и самоубийств, вызванных работой, в Японии неуклонно сокращается. Так, согласно сайту Statistica.com, с 2010 года до 2019 года количество самоубийств упало с 30 тысяч случаев примерно в год до около 20 тысяч случаев. Ну, в общем-то, не маленькое снижение. И количество самоубийств, связанных с работой, составляет примерно 10% от случаев. Ну, то есть порядка 2000 случаев в год люди совершают самоубийство в связи с тяжелыми условиями труда. Прогресс есть, но тем не менее цифры все-таки большие. И еще не могу не отметить несколько слов. Вот некоторые мои знакомые считают Японию чуть ли не верхом совершенства. И трава в Японии зеленее, и рамен вкуснее, и суши более сочные. Но не все так просто, ребята. За многие вещи приходится платить. В Японии вы платите тем, что, несмотря на неплохой доход, вы не можете распоряжаться своим временем, и у вас его практически никогда нет. Кроме того, жесткие правила поведения в обществе и как результат стресс являются частыми спутниками жизни в стране восходящего солнца. И тут точно вспоминаешь поговорку «хорошо там, где нас нет». Япония – это страна с красивыми пейзажами, богатой культурой и высоким уровнем стресса и самоубийств. Об этом нужно помнить.